Ну что же, а теперь я расскажу вам о сериале, который я смотрю уже 2 недели, и, к сожалению, который отнял очень много моего времени. Этот сериал выходит на платформе Netflix, и у меня не было раньше Netflix, но я решила попробовать посмотреть, что это такое, и вот запала на этот сериал. Этот сериал испанского производства. Он вышел, по-моему, в 2017 или в 2018 году, я не уверена. Оригинальное название этого сериала «La Casa de Papel». Это испанский сериал, как я сказала. А на английский язык название перевели как «Money Heist», а по-русски сериал называется «Бумажный дом». Действие в этом сериале разворачивается вокруг группы преступников, группы авантюристов, которые решили ограбить монетный двор, испанский королевский монетный двор, то есть место, где печатают деньги. И они планируют это преступление, и весь сериал разворачивается вокруг самого ограбления. Да? То есть они врываются в этот монетный двор, берут заложников, и не буду раскрывать вам детали сюжета, но дальше происходит очень много интересных вещей. И я читала даже, что этот сериал был назван лучшим неанглоязычным сериалом в 2018 году среди всех сериалов Netflix. Что, я думаю, о многом говорит, да, очень много говорит о качестве этого сериала. В этом сериале несколько главных героев. Я не могу сказать, что есть какой-то один главный герой. Там несколько преступников, не помню, 16, что ли, преступников, может быть, меньше. И каждый из них по-своему является главным героем. Также есть много второстепенных персонажей. В основном это люди, которые играют полицейских или которые играют заложников, которые оказались в этом монетном дворе. И также есть массовка, то есть люди, которые, опять же, играют каких-то полицейских, просто людей на улицах и так далее. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то один любимый персонаж, все они по-своему интересные, и ни один персонаж точно не идеальный, так что мне только-только начинает кто-то нравиться, и вдруг сразу же этот герой делает что-то такое, что мне не нравится. И я немножко разочаровываюсь в герое. Но если вы этот сериал смотрели, то я назову, наверное, персонажа, который мне больше всех пока нравится. Мне нравится Берлин. Также очень интересный персонаж, конечно, профессор. Еще из девушек мне нравится Найроби. Так что, если вы этот сериал посмотрите, то потом мы с вами можем обсудить, какой персонаж вам больше пришелся по вкусу. Но хочу сказать, что сюжет в этом сериале точно не банальный, точно не скучный, точно не глупый. Он очень захватывающий, закрученный, очень интригующий, и просто не знаешь, чего ждать в следующую секунду. То есть, несмотря на то, что я небольшая поклонница сериалов, на меня он произвел очень сильное впечатление. Очень сильное впечатление производит операторская работа, блестящий актерский состав, музыка, работа костюмеров. То есть все очень впечатляет. Если вы еще не смотрели этот сериал «La Casa de Papel», «Money Heist», «Бумажный дом», я очень рекомендую вам обратить на него внимание, но будьте осторожны, почти что 100% гарантия, что этот сериал вас захватит, и вы очнетесь через 2 недели, когда будете досматривать последнюю серию. Так что смотрите этот сериал, но осторожно, только если у вас есть лишнее время, которое вы можете посвятить этому сериалу. Если вы его посмотрите или смотрели, то давайте обсудим его в комментариях. Напишите мне, какой герой этого сериала вам больше всех нравится,
Кто вам больше всех не нравится? Мне не нравится Токио, она меня очень раздражает. Но актриса, конечно, прекрасная. Я думаю, что если герой вызывает какие-то чувства, положительные или отрицательные, это говорит о блестящей актерской игре. Да? То есть даже если ты ненавидишь какого-то героя, это означает, что актер справляется со своей работой прекрасно. Ну и, конечно, мне очень интересно будет узнать, какие сериалы вы смотрите и почему. За что вы любите какие-то сериалы? Давайте поговорим только о сериалах, не о фильмах. Пожалуйста, напишите мне в комментариях внизу, какой ваш любимый телесериал и почему. Мне будет очень интересно узнать, и, может быть, какие-то сериалы я посмотрю сама, хотя, не знаю, жалко мне на это тратить время, конечно. Хотя я себя оправдываю тем, что я смотрю «Ла Каса де Папель» на испанском языке, с английскими субтитрами, конечно, и тем самым тренирую свой уходящий, почти что пропавший испанский язык. И вы знаете, это действительно помогает. Поэтому смотреть сериал на языке, который вы изучаете, это на самом деле прекрасный способ улучшить понимание свое на этом языке и улучшить свой русский, в частности, для вас. Да? На Netflix есть несколько сериалов на русском языке. Мой любимый The Silver Spoon. По-русски он называется «Мажор». Если вы не смотрели, очень рекомендую. Ну вот и все. Видео и так получилось длинным. Большое спасибо, что смотрели. Если вам понравилось и было интересно, поддержите меня своими лайками и комментариями. И не забудьте подписаться на мой канал. Кнопочка внизу. Спасибо большое, что посмотрели. Увидимся. Пока.